Приветствую вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Называем это видео «Хитрый инжир». От чего он хитрый? Да потому что в прошлом году мы новые молодые побеги сформировали, вот оставили их. И первый год вот эти веточки, древесина формируется, и только на второй год вот такой урожай. Смотрите, вот он первый урожай в этом году. Сегодня всего-навсего 23 мая, а смотрите, сколько уже плодов. Я так опущу, да, смотрите, как классно. Вот эта особенность, это не хитрость, это особенность инжира. Первый год мы формируем ветки, на которых будет, во-первых, одревеснение идет, и, во-вторых, и формируется урожай на второй год. Вот такая особенность. И вот смотрите, что у нас вот две веточки. Вот эта веточка у нас уже видно, что это прошлогодняя веточка, и здесь урожай. А вот на этой веточке, а вот, кстати, на этой веточке будет уже урожай на следующий год. Вот, и здесь будет на следующий год. Но мы летом еще проводим одну агрооперацию зеленую, мы будем показывать для того, чтобы получить второй урожай. Пока что мы впервые так вот огромный такой заложен урожай, берешь сюда, да, огромный урожай заложен, именно первый урожай. У нас был один год, что много, они крупные такие, красивые инжирные плоды получаются. Поэтому при формировке вот этих побегов, смотрите, тут внутри, я сейчас эти опущу, пусть они свободно находятся. Вот здесь видно хорошо, что на следующий год, вот смотрите, на следующий год, вот на этих ветках, они зеленые, на следующий год на этих ветках будет тоже урожай. В этом году может быть только вот зеленые, если вот где-то есть, вот видно. Да, вот плодики, вот на этой части будет урожай. Вот, и уже, когда она созреет, вот эта древесина, на следующий год мы можем получить урожай. Естественно, всегда нужно каждый год оставлять молодые побеги, молодые веточки, которые дадут урожай уже на следующий год. Вот он такой красивый урожай. И такая же ситуация у нас с инжиром. Это инжир без названия, от друзей у меня два куста. Вот, и он укрывался, мы его укрывали в январе перед самими морозами. Морозы, очень быстро циклон пришел, и этот циклон был сухой, морозный, минус 12, а утром минус 18. И, естественно, мы быстренько ночью укрывали и успели укрыть вот эти кусты, и маленькие тоже. Ну, а если бы мы не укрывали, то, естественно, было бы обморожение, и инжир бы погиб. Но мы сейчас вам покажем, где не было укрытия и что произошло. А вот если не укрывать, вот такой инжир получается. Кое-какие веточки, даже одна выжила. А вот это морозостойкие, без названия, вот так морозостойкие называются в нашем регионе. Даже тоже плодик есть. Мы показывали в видео, как мы его высаживали. И вот сейчас у него тоже формируются вот эти побеги, на которых в следующем году уже будет урожай. Вот первые годы мы его укрывали. И этот год тоже, видите, какой он маленький-маленький. Вот. И сейчас идет вот формировка вот этих побегов, веточек, на которых будет в следующем году урожай. И еще снизу надо вот 5 штук оставлять в основном, если это молодое. А так можно и 7 штук оставлять побегов. И на этих побегах вот таких будет формироваться тоже урожай. Вот это важная тема, интересная тема. Многие возмущаются, что у кого-то поморозились вот эти растения, погибли. Ну, а сейчас они отходят, там внизу даются снова же новые побежки и будут расти. У кого-то нет урожая. Почему нет урожая? Вот урожая нету именно в первый год, когда побеги идут и когда вот формируется сама древесина, которая может сформировать и уже накормить вот эти маленькие плоды. Ну и сами плодики закладываются. Я еще думаю, что здесь мы увидим плоды второй урожай, потому что у нас инжир дает 2 урожая, если вот таким образом их укрывать. Но в данном случае, надеюсь, уже этот не будем укрывать. Он молоденький, ему 2 года, уже можно его не укрывать. И мы будем наблюдать, как дальше будет развиваться, и далее выращивать
Конечно, заботы много, чтобы все время его укрытием заниматься, раскрывать его в марте месяце. А вот результат, конечно, очень вкусный и полезные плоды. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Покажем обязательно уже созревший урожай. Раиса Греченко, Александр Волик желают вам всего самого доброго, хорошего урожая и хорошей всем погоды. Пока-пока.